Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро. Святочное гадание на мужчину. Сегодняшний расклад посвящен мужчине, которого вы загадали или которого вы хотите притянуть к себе. И тому, какие ответы на вопросы из потока откроют вам святочное гадание. Да? Ну, то есть, по сути, это магическое время, когда границы и между мирами реальности и иллюзии стираются. Да? Ну, а судьба готова раскрыть свои тайны. Настройтесь на себя, на свои мечты, на свой образ мужчины. Гадание больше для женщин подходит. И мы погадаем о том мужчине, который может быть у вас, если у вас его нету. И также мы погадаем о том мужчине, который есть у вас, но вы, допустим, не знаете каких-то моментов о нем, каких-то нюансов, секретов, ну, и так далее. То есть то, чего вы не знаете. Вопросы я сегодня буду брать вот, чисто из потока, да. И первый вопрос, который я хотел бы открыть для вас. Давайте, пусть он будет звучать так. Как видят высшие силы вашего мужчину? Кто он и как его видят? Кто он на самом деле? Вот так вот приходит мне. Кто он на самом деле и как его видят высшие силы? Давайте посмотрим. Знаете, это карта таких сомнений, страхов и восьмерка мечей. Это человек, который еще не определился на самом деле. Он ищет точно так же, да, вот свою партнершу, свою женщину. Поэтому этот мужчина, давайте так скажем, ну, пока что он нерешительный, он не решился. И он боится сделать выбор и боится открыть глаза на реальность. То есть мы видим нас, по сути, мужчину, который не решается отважиться на какой-то поступок, решительный шаг в своей жизни. Почему? Потому что боится. А почему боится? Потому что склонен доверять своим мыслям, но не чувствам. Вот так вот. Окей. Ну и похож ли он на того, кого вы знаете или кого еще не знаете, можете написать сразу в комментариях. Давайте следующий вопрос. Я бы хотел посмотреть вот такой из потока у меня идет. А вот какие чувства он испытывает к вам на данный момент, если он вас знает или если он за вами наблюдает? Какие чувства он испытывает к вам, наблюдая за вами, например, в соцсетях, если вы его не знаете? Но если знаете, то понятно. Вы знаете, у него хорошие к вам чувства. Это очень кризисная карта на самом деле, но вы его успокаиваете. Вот он, когда думает о вас или смотрит ваши фото, да, там, в сторисы и так далее, да, неважно, где он вас видит и наблюдает за вами, он успокаивается, то есть он чувствует покой. Вы для него подобны ангелу-хранителю, который успокаивает его душу. Слышите, вот так. Он успокаивает свою душу. И чувство глубокого успокоения, чувство убаюкивания присутствует в его сердце. Это именно чувство родственной души даже вот где-то. Поэтому как бы он ни боялся сделать шаг навстречу к вам, и как бы он еще не решился, в его сердце вы ангелу подобны. И это уже очень хороший знак для будущего в ваших отношениях на самом деле. Окей. Окей. Пока что у меня такое ощущение теплого потока, несмотря на то, что, возможно, может быть, этот человек даже и пытается забыть вас. Почему-то у меня сейчас идет такой, даже несмотря на то, что он пытается о вас не думать, все равно в его сердце вы вызываете вот такие вот чувства. Хорошо. Давайте следующий вопрос, который бы я хотел спросить. А какие мысли чаще всего, вот давайте так, какие мысли чаще всего приходят ему в голову, когда он думает о вас?
Когда он думает о вас, какие мысли чаще всего приходят ему в голову? Все-таки, видите, он не может избавиться от мысли, что любит вас, и поэтому сколько бы он ни хотел вас выбросить из головы, он не может вас забыть. Вот если вы не обратили еще на него внимание, то он на вас обратил внимание, и теперь вы не выходите у него из головы. И когда он начинает за вами наблюдать, когда он начинает там читать какие-то ваши записи, он чувствует вот этот вот покой, да, то есть вы для него как, ну давайте, как ангел-хранитель. Не говорю, что вы для него валерьяна, да. А теперь давайте посмотрим, а есть ли у него какие-то секреты от вас, да, которые он скрывает. Вот видите, чаще всего он думает, что без вас он не может вас отпустить и забыть, как минимум, да. А какие секреты у него, есть ли они, да? Самый большой секрет от вас — это ваша магия над ним, поэтому он никогда вам не признается, что вы его пленили, очаровали и заколдовали. Не знаю, есть ли у вас что-то ведьмацкое, но эта карта такая часто к ведьме, часто о женских чарах. И, скорее всего, здесь очень все-таки много понимания. Эта карта больше к Водолею относится. Он понимает, что все-таки вот эта родственность душ. И смотрите, старшие арканы идут. Он боится, может быть, что влюбился, он боится проявлять свои чувства к вам. Понимаете, в чем дело? Хорошо. Давайте теперь спросим. Из потока мне приходит, а что было для него самым значимым? Видите, очень много значущих арканов, да? Самым значащим в ваших отношениях. Что для него больше всего значит в ваших отношениях? Неважно, были эти отношения или он бы хотел бы, да, что самое значимое, или, ну, да пусть было, да, вот что было, да, или могло бы быть, да? Что было самым значимым, если, особенно если эти отношения были. Знаете, для него очень много значит страдания почему-то. Здесь пятерка пентаклей — это всегда карта такая ущербная, да. Знаете, для него значит то, что он пережил или переживет, и он готов страдать, и эти страдания для него много значат. Поэтому в ваших отношениях страдания для него многозначимы, и он ценит то, что он выстрадал. И знаете, иногда ценить страдания — это немаловажно, я вам скажу так еще. Почему? Да? Потому что тот человек, который не страдал, тот и не жил, с одной стороны, да, это как бы одна из сторон философии отношений, жизни и так далее, отношения к жизни в том числе. А с другой стороны, тот человек, который не ценит то, что проживает, в том числе и свои страдания, он, может быть, не осознает, что он проживает. Да? Как-то так. Хорошо. То есть он оценил эти страдания. Как минимум свои страдания он оценил, да? А вы уже напишите, если у вас были отношения, он оценил свои страдания, и ценит ли он теперь ваши страдания, да, если вы знаете, о ком идет речь. Хорошо, в какой момент вашего, вот такой вот вопрос у меня почему-то идет, момент, да, вот на страдания, они же в моментах, а вот какой момент вашего общения он вспоминает больше всего? Какой момент вашего общения ему запомнился, да, надолго, и он не может выбросить это из головы? Вы знаете, момент общения вашей ссоры какая-то, был очень сильный конфликт, где, может быть, выяснилось что-то немыслимое, и, может быть, прояснилось какое-то предательство. Пятерка мечей — это, знаете, тот момент, когда вроде бы он как победил, да, но эта победа, она была пировая, то есть вот тот момент пировой победы он почему-то помнит. Может быть, это вы победили его, да, то есть и он осознал, что он проиграл. То есть это был момент действительно тяжелый для вас и для него. То есть это обоюдно тяжелый момент. Это момент какой-то утраты, проигрыша. И вы можете написать в комментарии, что это за момент, где
И вы, и он, скорее всего, осознавали, что это никак не победа, а если и победа, то такой ценой, что непонятно, как это назвать, да, утрата или приобретение. Да. Ну, это момент пировой победы больше все-таки, да. Хорошо. Ох, тяжелые, да, вопросы такие. Карты выпадают, 2 тяжелых карты. Но Луна у нас здесь имеет значение очень сильное, да. И для чего-то она в этом раскладе фонит. Хорошо. Давайте посмотрим, какую роль вы играете в его жизни сейчас. Почему приходит... Ну вот если, да, вот этот вопрос, почему, откуда он у меня взялся. Если вот все так плохо, то какую роль сейчас играете вы? Именно вы как партнер, да? Какую роль? Вы знаете, ваша роль — это вы даете ему повод себя обвинять, себя винить, корить. Да, он может обижаться на вас, этот человек. Может. Но, тем не менее, вы в нем возбуждаете чувство вины. 4 кубков. То есть вы его или виноватите, обвиняете, да? Звинувачуете, да? Или он винит себя. Ну, если вы с ним не знакомы, он думает: боже, почему я не могу к ней подойти? Почему я боюсь это сделать? Если у вас что-то было, зачем я это сделал? Да? То есть он винит себя за то, что произошло между вами. Вот так вот. Поэтому он сожалеет где-то. Чувство сожаления, ваше влияние внушает ему чувство сожаления. Хорошо. Что он чувствует, когда видит вас? Вот проходит, например, мимо. Почему она у меня приходит? Он сидит здесь головой вниз, да? Как будто бы голову опускает. А вот он раз на вас голову поднял. И вот что он чувствует, когда встречается с вами глазами, да? Или когда смотрит вам в глаза вашу фотографию, например, да? Что он чувствует, когда видит вас? И вот когда он видит вас, он хочет действовать, да, то есть ему не хватает вашего аватара, вашего образа, вашей визуализации. Он насмотреться не может на вас, навидеться вами не может, да. То есть что он чувствует? Он чувствует, что хочет двигаться, да, то есть ваш образ побуждает его к каким-то движениям, да, нерешительным, да, он их боится, но все равно возбуждает, именно вот подталкивает его взять ответственность, подумать о своих поступках, какие он уже совершил без вас или с вами. То есть одуматься, да, где-то, осознать что-то. Окей. Хорошо. А давайте теперь просто спросим, а вот ну, кстати, вот это же он и не видит, когда вас, он тоже, это тоже, его может тяготить, почему-то мне пришло, да, вот когда он не видит вас, его может тяготить к вам, то есть он хочет встречи с вами, вот видите, как мне открылось, когда он вас не видит, пришел мне поток, он может к вам хотеть, да, то есть он скучает за вами, этот момент тоже нужно сюда добавить обязательно, потому что он пришел уже чуть позже, да, мне вот сейчас приходит, какие страхи ему мешают? Вот почему-то мне вот эту карту хочется проверить. Какие страхи мешают ему раскрыться перед вами? Давайте посмотрим. А какие страхи ему мешают раскрыться перед вами? Какие страхи ему мешают раскрыться перед вами? Ну, давайте один главный страх, да, ключевой страх. Вы знаете, он очень боится, что вы будете иметь над ним власть, и вы где-то похожи на его маму, здесь императрица. Он боится, знаете, вот у него что-то с мамой было, что мама может его как-то наказать, да. Ну, власть, она всегда о наказании подсознательном. Поэтому он боится потерять контроль и боится, что вы будете им управлять, да. Но смотрите, здесь действительно 6 и 3, очень хорошие карты, в принципе. Вам, как женщине, здесь карты советуют быть более такой мягкой, женственной и менее властной. Ваша властность, она вам
может здесь вредить. Это просто из потока идет и ничего личного, да, может быть, вам действительно и нужна властность, но пересмотрите здесь это отношение, больше где-то мягкости не хватает. Потому что здесь рядышком Луна, а Луна это все-таки энергия разумной такой текучести, да, вот как-то так. Хорошо, то есть он боится потерять власть над собой и боится, что власть над ним будет принадлежать не ему, а вам. Да? Давайте спросим. А есть ли у него какие-то привязанности, да, или влияния на него, которые мешают развитию, мешают или тормозят развитие ваших отношений? Есть ли какое-то влияние на него? Вот приходит вопрос. Есть ли какое-то влияние на него? Ну, магическое или не магическая привязанность, да, или какое-то что-то он должен кому-то, например, да. Да, здесь может быть еще влияние третьего лица, тройка кубков, поэтому треугольник здесь, знаете, так, тонкий аромат, да, такое амбре, такое легкое, треугольника здесь может быть, к сожалению. Но какие вот привязанности и обязательства? Это третий человек, то есть он зависит, там может быть или от мамы, от родителей, или там от какой-то женщины, да, или от прошлых отношений. То есть третий фактор на уровне эмоций для этого человека, он немаловажен, и он действительно останавливает. Для тех женщин, которые смотрят на реального мужчину и подозревают магию, к сожалению, она здесь может иметь такой, ну, оттенок, флер, да, какой-то, да, такое тонкое, такой аромат магии тут может быть. Поэтому мы не делаем диагностику, просто мы его упоминаем здесь, да, а диагностику желательно смотреть именно, магичит ли, не магичит этот человек, да, если он есть. Поэтому вот так. Хорошо, давайте теперь я хочу почему-то, вот у нас уже с вами, смотрите, мы уже 10 вопросов посмотрели с вами, да. Какой он вас видит? Вот как личность. Какой личностью он видит вас? Обалдеть. Роскошной личностью. Сегодня прям, смотрите, эти карты сыпят шикарными какими-то аспектами такими. Он вас видит самым дорогим человеком, которого он встречал. Вот сейчас не побоюсь сказать, вы богиня для него. И если так и есть, ставьте на паузу, или вы хотите быть богиней, а мы здесь сейчас делаем не просто гадание, это же святочное гадание, где грань между реальностью, между вашей реальностью и магией стирается. И если вы хотите стать богиней по-настоящему для вашего мужчины, будущего, или того, который есть, или того, который был, да, чтобы он вернулся к вам, например, да. Но как вариант, я не призываю вас там возвращать мужчину, я даю вам вариант, чтобы вы были самым роскошным подарком для него. Вот пишите сейчас на паузу, и я намереваюсь быть самым дорогим подарком судьбы для своего мужчины, чтобы он меня ценил, любил и так далее. Там уже сами пишите, что вы хотите вложить в этот дорогущий подарок, самый роскошный. Окей? Хорошо. Прекрасно. Что чувствуете, тоже не забудьте написать после того, как написали, что вы чувствуете. Окей. Какие, давайте теперь посмотрим вот в связи с этим, а какие у вас есть перспективы, да, вот последняя карта в этом ряду, а какие перспективы здесь могут быть? Или давайте так спросим, какие перспективы он может видеть для вашего общения, да, или в чем он видит перспективу для вашего общения, вот так вот, вот, в чем он видит перспективу вашего общения? Ну, он по сути отдает все на волю судьбы, да. В чем? Но он может говорить с вами и о судьбе, и как ты планируешь свою будущую жизнь, как ты видишь свою будущую жизнь, как ты ее видишь со мной, а планируешь ли ты поехать ко мне, переехать, или не против ли ты, чтобы я переехал к тебе. То есть не против ли ты, например, изменить свою судьбу. То есть он планирует общаться о судьбе вашей в будущем. Колесо фортуны. Смотрите, как шикарно выпадает. Окей? Хорошо. Давайте теперь спросим, а какие планы он строит в отношении или по отношению к вам? Какие он планы строит по отношению
к вам или на вас, да, его планы на вас, вот, какие его планы на вас. Он хочет все поменять в этих планах и хочет изменить к лучшему, поэтому он не хочет ухудшить свои планы на вас, что бы у вас там не было. Или может быть еще ничего не было, но он хочет улучшить свою жизнь и свое качество жизни. И поменять и ваше качество жизни к лучшему, поэтому в его планы входит изменить жизнь к лучшему. И он хочет облегчить и свою жизнь, и вашу жизнь. Это обоюдная карта, поэтому где-то может быть это что-то поменять, что-то обменять, что-то продать, да, то есть это вот обмен к лучшему, поэтому всегда помните об этом. Поэтому только лучшие планы, только планы на лучшее, да. Хорошо, давайте теперь спросим, а насколько серьезны его намерения в этих планах, да, раз вот он так вот прямо, да, намеревается, насколько оно серьезно. А насколько серьезны его планы? Тройка мечей. Здесь очень болезненная карта. И она, скорее всего, связана, знаете, у меня почему-то идет с вот этой вот картой, со страхом. Они могут быть и серьезные. Они могут быть серьезные по тройке мечей. Но боль и страх здесь мешает. И восьмерка и тройка мечей здесь дают 11, это разум. Действительно, он боится. Насколько они серьезны? Они серьезные, но только мешает ему сердечная боль. Он может разбить сердце и вам, и себе. И серьезность этих планов зависит от анестезии, от того, как у него болит сердце, и от того, как болит сердце у вас по этому отношению. Поэтому серьезность его планов, намерений, ну давайте намерений, да, вот у нас 14-й получается уже вопрос после планов, да, намерения идут, да, зависит от и вашего здоровья, сердечного, эмоционального, и от его. Поэтому насколько они серьезны, но сил у него пока в ресурсе нету еще. То есть он не вызрел. Он где-то, может быть, не избавился от боли прошлого. Поэтому на серьезность его планов влияет боль, которую он пережил из прошлого. Кстати, я не удивлюсь, если у этого мужчины может быть разбитое сердце и больное сердце. Но, запомните, ваше разбитое и больное сердце точно так же есть камнем преткновения в ваших отношениях. Окей, вот услышьте этот момент. Это как послание высших сил вам идет. Окей. А теперь давайте посмотрим. А вот все-таки, раз тут тройка мечей и автоматически, да, напрашивается из потока вопрос, а какие преграды стоят между вами и вашим будущим, да, или между прошлым и будущим? Какие преграды могут быть? Тройка мечей. Вот какие эти проблемы? Боль это, да. Между вами какие преграды стоят? А между вами семерка жезлов, это конфликт, это прощение, это вот эта четверка и вот эта пятерка мечей. Видите, они тут есть, эти карты. Конфликт. То есть, если вам действительно кто-то мешает третий, вот на карта рядом ложится, то это рассорка. А если не мешает, да, но все уже в прошлом, то только способность преодолевать конфликты и идти на какой-то компромисс. И смотрите, конфликт ложится под карту именно императрицы. Ваше величество или ваше величие здесь должно иметь действительно корону на месте, и ни в коем случае ваша корона не должна мешать и передавливать, пережимать мужчину в этих отношениях. Поэтому он где-то, у меня такое ощущение, что здесь мужчина сбитый летчик или со сбитой короной, и он боится просто опять, не найдя свою корону, или найдя свою корону, опять, чтобы ему эту корону сбили. Я вибачаюсь. Перепрошую, точніше. Хорошо. То есть, конфликт, и давайте так скажем, его личные границы, ваши личные границы, то есть отстаивание собственных границ является, ну, самой главной преградой, да, вот так. Хорошо. Чтобы он, вот давайте проверим вот эту карту, чтобы он хотел изменить в ваших отношениях. Потому
Потому что это болезненная карта, а это преграда. Вот что можно поменять или что бы он хотел изменить? Что бы он хотел изменить в ваших отношениях? Да, действительно, он хотел бы избавиться от многого. И прежде всего у меня почему-то здесь недоверие, ревность и пристрастие. И у меня такое ощущение, что вы можете столкнуться с мужчиной, у которого может быть лярва на сердце. Просто имейте в виду, почему? Потому что здесь все-таки выпадает комбинация. Игра сердцами, смотрите, потом идет тройка мечей, разбитое сердце. Отстаивание позиции — это иногда сопротивление лярве, а смерть — это, да, скрытое что-то. Скорпион — это страсть, пристрастие, поэтому что бы он хотел изменить? Он бы хотел, чтобы вы доверяли друг другу. Или ищет себе партнершу, которая была бы не ревнивая, доверяла, была бы честная. Вот такое: честность, открытость. И чтобы была страсть, но она не превращалась в безумие, эта страсть, понимаете? Вот эти моменты здесь, этот аркан у меня очень так ложится, потому что здесь и Луна, и тройка кубков. То есть здесь может быть и страсть, но она должна быть все-таки... Он бы хотел бы, чтобы эта страсть была, не бесконтрольная. То есть она не убивала, эта страсть, ничего. Смерть — это что? Как бы страсть, которая убивает, разрушает. Да? Такая контролируемая страсть. Или такая, которая течет в ваших отношениях, но не как горная река, да, а как спокойный такой чистый ручей, очищенный вот этой картой от всей скверны, от лишнего чего-то. То есть он, по сути, хочет без каких-то, пить чистую воду в этих отношениях. Почему-то у меня идет с потоком. Хорошо. Интересный такой какой-то поток такой идет, да. Хорошо, давайте теперь спросим. А есть ли у него соперники? То есть, если у вас запасной какой-то, да, мужчина там, или если у вас другие варианты, есть ли у него соперники? Интересно, да? Соперники за ваше внимание, например, да? Есть ли у него соперники? Вот как раз сейчас и проверите себя, да? Может быть, вам двойную игру начать вести? Да, у него есть соперники. И он даже может этого бояться. Вот эта вот карта, а у нас о страхах. Поэтому да, он боится соперничества. Но пока он не готов. Может быть, из-за того, что сил не хватает, сердце разбито. Может быть, он сильно ревнивый. Поэтому, может быть, он и не хочет, чтобы... Поэтому да, у него есть соперники. То есть у вас, как у женщины, есть какой-то еще один мужчина, лев, с которым, может быть, у вас есть какая-то сексуальная связь или пристрастие. Поэтому вы, женщина, не просто так, вы знаете себе цену, и здесь императрица. Поэтому да, ответ да, соперники. Для него, к сожалению, есть. А вы уже напишите, есть у него соперники или нет. Напишите, вот тут, Алехандро, ты точно сказал, или нет, нет, Алехандро, соперников у него нет, я пока свободна, там, или не хочу, или не буду, или не хочу, не буду. Тут уж вы сами можете написать. Окей. Хорошо. Давайте теперь спросим. А что думают о вас люди, которые его знакомые, например? Почему-то у меня здесь окружение, колесо фортуны, да. Например, он обсуждает вас и говорит: вот я знаю эту женщину, там, да, вот. А что они думают? Что они думают, а может быть, там говорят, да, что думают о вас его близкие, его друзья, да, вот так. Видите, как интересно родилось из потока. Вы знаете, они вас поддерживают. И они говорят: поддерживай с ней связь. Она достойна тебя. Она очень шикарная, она роскошная. Почему-то у меня идет этот мир, да, вот прям. Помирись с ней, они даже говорят, если у вас была ссора, да, видите? Тебе нужно, до вас судьба, даже вы можете быть похожими людьми. Как ты без нее вообще справляешься? Мы вообще не знаем, как ты без нее все это время живешь. Вы были хорошей парой, если это в прошлом. Если это в будущем, и вы еще не знакомы, а он уже за вами наблюдает. Это твой шанс.
они ему говорят. То есть, видите, вас посторонние люди видят как целый мир, целая вселенная. То есть целую реальность. И говорят, да она реальная. Это реально твой партнер, да. Вот так вот. А что вы сейчас чувствуете, когда эта карта выпала о мнении о вас, людей со стороны? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Хорошо. Давайте спросим теперь. Если бы он знал что-то о вашем прошлом, как он относится к вашему прошлому? Или как он может отнестись к вашему прошлому? Окей? Не, вы ему сразу прошлое свое не вываливаете. У него и так разбитое сердце, больная душа, да. Ну, выпало такие карты. Он может быть ревнивый. Нет. Его не интересует ваше прошлое, это раз. Если будете о прошлом, будет мешать это вашим отношениям. И держите язык за зубами. Имейте это в виду. Молчите о прошлом. Будет мешать. Ваше прошлое сносит ему крышу, сносит башню. Ну, может быть, это башня о том, что было между вами в прошлом, и он не может еще отпустить этого, понимаете? А если он не знает этого, то все, что будет из прошлого, для него это проблема. Поэтому все, мы эту башню табуируем, да, и у нас вот это прошлое, это табу. Вот что для вас табу, напишите в комментарии, чтобы он не узнал. Ну окей, хорошо, прошлое лучше не раскрывать, да. Я тоже так считаю, что зачем в прошлое вам лезть, вы же не живете, да. Но есть люди, которые любят вываливать. Вот значит, вам для него прошлое вываливать нельзя, а вываливайте прошлое своим подругам или психологу своему, или своему священнику. Вот это да, тогда можно. Хорошо. А давайте спросим, вот поскольку тут башня о прошлом, а есть ли у него какие-то сомнения в вас и в ваших чувствах к нему? О, видите, как интересно. Да, они могут быть, прошлое все еще рядом, и это может быть поводом для того, чтобы не сближаться с вами, извините, и вообще поводом для того, чтобы уйти из этих отношений. Поэтому он вам не доверяет, может не доверять и может иметь сомнения, а отпустили ли вы прошлые отношения с другим мужчиной, с другим соперником, и отпустили ли вы обиду на него, простили ли вы его. Вот эти вот моменты, они для него важны, имейте это в виду. Поэтому все сомнения в ваших чувствах связаны с прошлыми отношениями, отпусканием, и в том числе отпусканием обид и всего остального. Хорошо. Из потока хочу еще вопрос. А давайте посмотрим. Вот судьба здесь есть. И вот выход, да, какая-то новая реальность, праздник, святки, да. Какой подарок судьба приготовила вам двоим на святке, да? Для вас двоих. Какой подарок для вас двоих судьба готовит на святке? Успех. Успех в отношениях. То есть это шанс на сближение, на скрепление, на прощение и на сближение, на улучшение отношений и перемены этих отношений к лучшему. Вот они. Прекрасные карты идут. Прекрасный поток сегодня. Как вы чувствуете этот поток? Он чистый для вас? Если вы чувствуете чистый поток, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарии. Чувствую чистоту потока, который освободит нашу с ним реальность, с этим будущим мужчиной или с прошлым мужчиной или с тем, с которым сейчас, и приведет к успеху нашу борьбу за перерождение этих отношений в какой-то новый мир, в новую страсть. Окей? Окей. Какая тайна связывает вас на уровне двух родственных душ? Тайна родственных душ ваша и его. Какая тайна связывает вас на уровне души? Давайте вот так спросим. Вы знаете, он когда-то имел над вами власть, может в прошлой жизни, может в прошлых отношениях. Сейчас потерял и боится эту власть не вернуть себе. Поэтому для него, для этого мужчины, важно быть главным или лидером, или альфой
в этих отношениях. Вот так вот. Вот так вот. Поэтому он боится как бы свое достоинство не вернуть. Слышите, да, вот здесь боится не вернуть достоинство. И для него важно выглядеть, да, и быть сильным, да, вот этим львом. А соперничество он еще не готов. Это, вот оно его и выбивает из колеи. Силы у него еще столько нету пока что. Но это больше о таком вызревании чего-то и перехода из какой-то сильной травмы, да, в какой-то ресурс. Пока что расклад. Такой трансформационный, потому что здесь вторая карта. Первая карта страхи. А здесь смерть присутствует. А здесь переселение души. Поэтому это перерождение этого человека, да, вашего. Он может быть и в прошлом, может быть в настоящем, может быть и в будущем. У нас сегодня стерта грань между прошлым, настоящим и будущим. Хорошо. Тайна сбитой короны, то, что я говорил, да? И тайна власти над вами. Давайте спросим, какие события из прошлого влияют на его поведение прямо сейчас? События из прошлого, которые влияют на его поведение, ну, в ваших отношениях. Видите, вы когда-то, это суд, во-первых, ну, это карта суда часто, да. Вы когда-то, может быть, с ним сильно спорили, судились, воевали, соперничали с этим человеком. Но события из прошлого, связанные с тяжбой какой-то, доказательства, конфликт, вот, видите. Король мечей, королева мечей, развод, все вот это вот, оно все оставляет в его душе, в его сердце, в его памяти, в разуме. То есть конфликт, который он прожил, с вами или без вас. Поэтому у этого человека достаточно болезненный, горький опыт, который он помнит, он не может забыть, и восьмерка мечей об этом и говорит с самого начала. Да? Поэтому это... Прежде всего конфликт с женщиной, конфликтность. Может быть и мужчина такой, который попадаются ему такие женщины, он притягивает, да? Не просто ж так они ему попадаются, они же попадаются ему для чего-то. Хорошо, давайте теперь спросим, а какую роль в вашем будущем сыграет вот это магическое время, в котором мы находимся на здесь и сейчас с вами, в этом раскладе? Что принесет вам этот расклад об этом мужчине? Он вам даст волшебный шанс на сближение с этим мужчиной. Ставьте на паузу сейчас, но после того, как мы проговорим с вами, и пишем в комментарии. Он обязательно выйдет на связь в ближайший месяц. В ближайший месяц он должен выйти на связь. Или он выйдет на связь в первый месяц этого года. Смотрите, туз жезлов. Туз жезлов. Это первый месяц, да, всегда. Ну, первый ход, первый шаг. У него возникнет желание вам написать, проявиться, и он потеряет страх с вами общаться, и он уже выходит в ваше поле, и вы притягиваете его к себе своим теплом, а он начинает быть готовым или созревает готовность отдавать свою мужскую энергию. Туз жезлов — это прям мужской какой, да, аспект. Поднимается в вашу сторону, в женскую сторону. Понимаете, да? Хорошо, отлично, отлично. Туз жезлов, то есть у него возникает желание, да, намерение, и возникает тяга к вам. Окей, окей. То есть здесь мы магическим ключом включаем магию этого расклада и притягиваем, и выводим его на связь в вашей жизни. Прекрасно, прекрасно. Хорошо. А теперь давайте посмотрим, а что изменится у него по отношению к вам в ближайшие дни в связи с этой картой. Он найдет в себе силы вам помогать. И он найдет в себе силы дать о себе знать. Слышите? Найдет в себе силы дать о себе знать. Вот так. Но, может быть, даже найдет деньги для этого. Может быть, даже найдет
чувство достоинства для того, чтобы благородство какого-то. Поэтому он станет более сильным, ресурсным, благородным и бесстрашным. Вот так вот. Хорошо. То есть он благородно поведет по отношению к вам себя. Особенно если, может быть, этого благородства ему не хватало в прошлом. Окей? А чем он удивит вас в ближайшее время еще, да, допустим, да, может это вас уже удивляет. Чем еще удивит? Чем он удивит вас в ближайшее время? Давайте вот так спросим. Открываем. Может признаться в любви, тоже можно поставить на паузу. И пишем. Магический туз жезлов в обряде гадания онлайн включает и активирует его проявление чувств и признание его в любви по отношению к вам. Ключ, замок, язык. Амен. Это ли не удивление? На удивление всем, без сожаления, признаться самому дорогому и близкому человеку в любви. Живи мое слово и ваша мечта оживи. Ключ, замок, язык. Амен. Да, интересный сегодня расклад. То есть он удивит вас признанием в любви, да? Откроет свои чувства. Хорошо. А как вы должны действовать, например, да, чтобы укрепить ваши отношения? Вот такое почему-то у меня идет. Как вы должны действовать? Или как вы можете себя вести, да, по отношению к нему? Спокойно, ровно, предсказуемо. И это карта духа. Здесь нельзя не обратить на это внимание, но это нужно сделать как можно легче. Поэтому как вы должны действовать? Отдайтесь духу. То есть дух поведет вас. То есть отпустите этот вопрос, не заморачивайтесь этим вопросом, но не делайте вид, что не замечаете его чувств и его обращения к вам. Поддайтесь энергии движения духа, и дух приведет вас туда, в этих отношениях, куда действительно вам нужно попасть и где вам действительно угодно оказаться. Пока что вот у меня идет этот расклад как журчание ручья. А с чем вы можете сравнить этот расклад? Какой звук он вам дает? Может быть, это треск дров в камине или потрескивание костра на улице? Может быть, это водопад? А может быть, что-то еще? Напишите в комментариях. Я обязательно поставлю вам сердечко. Давайте теперь посмотрим, а какие перемены грядут в вашей связи, да, в вашей жизни, точнее, вот, в связи с праздником вот этим. Какие перемены в личной жизни принесет вам святки вот эти вот, да, вот этот период рождественских праздников. Вы решите для себя вопрос, который долго не можете решить. Вы и не может решить ваш партнер. Этот период развяжет какую-то, поможет решить или развязать сложную задачу, развязать, да, и поможет открыть глаза на отношения по судьбе, причем 8 и 2 это 10 на судьбоносные отношения. И развяжет руки вам, даст возможность вам действовать более активно и даст возможность понимать, что на самом деле происходит в вашей личной жизни, у вас с этим партнером и у вас по судьбе вообще. То есть он откроет вам перспективу, и это прекрасно. Окей. Хорошо, давайте теперь посмотрим, суждено ли вам быть вместе или ваши пути разойдутся. Это, наверное, самый главный вопрос, но еще один вопрос я оставлю на закуску. Суждено ли быть вам вместе или ваши пути разойдутся? Суждено ли вам быть вместе или ваши пути разойдутся? Все зависит от честности и от того, готовы ли вы говорить правду себе
Вы. Именно вы. И готов ли ваш партнер говорить правду себе? То есть все связано с честностью. Поэтому суждено ли быть вместе или пути разойдутся? Они могут разойтись, эти ваши пути, могут разойтись. И эта карта вообще очень негативная. Я говорю так, ваши пути разойдутся, если вы не будете честны. Будете обманывать, разойдутся. Не будете обманывать, не разойдутся. А теперь спросим последний вопрос из потока. Какова самая важная истина между вами? И она может быть связана с этой картой, а может быть и нет. Давайте посмотрим. Самая важная истина между вами. Пятерка кубков. Это прошлое. И это боль прошлого. И здесь боли очень много. И смотрите, если мы возьмем предыдущую карту, которая осуждено ли быть вместе, и о самой главной истине, мы получим семерку и пятерку, и получим 7 плюс 5 математически 12. Мы получим повешенного. А повешенные — это страдания. Поэтому самая главная истина между вами — это страдание по прошлому, связь с прошлым и правда о прошлом, которая может влиять как на вас, так и на него, и которая является самым важным камнем преткновения в том вопросе, будете ли вы вместе или не будете. Сможете ли вы пережить то, что болезненно держит вас в прошлом и что не дает идти в будущее. Поэтому самая главная истина между вами — это снять с петли повешенного, здесь 12, и быть при этом предельно честным и не держать в своем сердце и в своей душе камня, который не дает вам дышать или не дает вам дышать веревкой, как на 12-м аркане, а спустить этого повешенного вниз и развязать этот кармический узел, который, может быть, удерживает вас с прошлого в будущее. Ну и такая же работа должна быть проведена у вашего партнера. Поэтому честное отпускание и честная или чистая концентрация на чистой перспективе, которая освобождает ваш путь вот этой вот волшебной картой. И помните о том, что эта карта соответствует руне Эйвас. Поэтому для того, чтобы этот мужчина, волшебный мужчина из будущего, пришел к вам в момент святок, да, чтобы активировать это, можете нанести руну Эйвас на запястье. Это руна как раз вот этой карты. И она будет очищать ваш путь и его избавлять, вашего мужчину, от всех страхов и от тех пороков, которые держат его в той реальности, в которой он оказался. И чтобы сблизиться с вами, ему нужно от этого освободиться. Світла вам та вашому Всесвітові. І я щиро бажаю, щоб ці різдвяні свята, якщо і не привели вас до того чоловіка, який вас чекає в майбутнього, то максимально наблизили і його стан, і ваш енергетичний стан до максимуму, в якому ви будете якнайменше або принаймні відчувати, що ви вже готові до нових, більш серйозних та більш реальних стосунків. Світла вам та вашому Всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас. Допомагайте силам світла нищити сили темряви, і у ваших стосунках обов'язково появиться те світло, про яке ви мріяли усе ваше життя. Побачимось.